Всем привет, меня зовут Ирен, и вот что приключилось со мной. Мои родители очень тесно общались с семейной парой из соседнего города. Они стали настолько близкими друзьями, что как только у них появился сын Алекс, а у моих родителей спустя год появилась я, то наши родители в шутку начали нас называть парой. Странно в 5 лет узнать, что у тебя уже есть пара, не правда ли? Мы с Алексом росли в разных городах, нас разделяли более 100 километров, но казалось, что для наших родителей это не было преградой. Они часто приезжали к нам в гости, да и мои родители любили ездить к ним в город. Ну и конечно же, при таких встречах его и моя мама постоянно поднимали тему, что мы чуть ли не самая лучшая пара в мире. Мы в ответ на это лишь дурачились и уходили от этих разговоров в другую комнату играть в настольный теннис. Это было наше хобби. Прошли года. Мы не виделись несколько лет. Мне было 13, а Алексу 14. В который раз, когда его родители приехали к нам в город, мы встретились. Я заметила, что Алекс вырос и вытянулся. Я не ожидала, что он так возмужает. После застолья мы, как всегда, поднялись, чтобы поиграть в настольный теннис. Мы разговорились, и оказалось, что мы во многом были похожи. Музыка, фильмы, ситуации в школах, смешные истории и турниры по настольному теннису. В то время у нас уже были аккаунты в Инстаграме, поэтому после нашей встречи мы стали переписываться там. Сообщения от него приходили постоянно. Днем и ночью мы постоянно поддерживали связь. Он писал мне приятные СМС, желал доброго утра, переживал вместе со мной за школьные проблемы, скидывал мне классную музыку, когда мне было грустно. В общем, за 6 месяцев такой переписки мы привязались друг к другу, и я почувствовала, что влюбилась в него. Дело шло к Новому году. К сожалению, все это время мы с Алексом не виделись. Я ждала этого дня как настоящего праздника. Купила новое платье, выровняла волосы и даже попросила сестру накрасить меня. Я была готова к нашей встрече. Новый год мы встречали у него дома. К нам даже моя старшая сестра и ее муж присоединились. Куранты пробили полночь, и наши родители выбежали смотреть фейерверк. Моя сестра и ее муж решили остаться за столом. Алекс предложил подняться и поиграть в настольный теннис, и я согласилась. Как только мы зашли в комнату, мы не стали играть. Алекс подозвал меня к себе и предложил подсесть на подоконник рядом с ним. Я подошла к нему, мы говорили о нас, он говорил, что скучал по мне. У меня начали потеть ладони, и я жутко волновалась. Алекс сказал, что хочет меня поцеловать. Казалось, я так хотела этого, но я осознала, что пока не готова сделать такой шаг, хотя он мне безумно нравился. Алекс повернул мое лицо к себе, смотрел мне в глаза, а его губы были все ближе и ближе к моим. И вдруг в комнату зашел муж моей сестры. Мы разбежались в разные стороны. Он сразу заподозрил что-то неладное и стал нас расспрашивать. Но мы лишь несвязно что-то отвечали. Тем временем я сразу спустилась вниз и нашла маму. Я отвела маму в сторону и сказала ей, что Алекс пытался меня поцеловать, и еще то, что я ему нравлюсь. Я попросила ее никому не говорить, просто я так волновалась, и мне нужно было кому-то выговориться. Мама сказала, что если я не готова поцеловать его, то и не стоит. Я немного успокоилась. Позже я нашла Алекса и сказала ему, что пока не готова сделать такой шаг. Он обиделся на мои слова и весь вечер после этого не разговаривал со мной. Как только празднование закончилось, мы уехали домой. Наши часовые переписки стали сводиться к 4-5 сообщениям в день, а потом и в неделю. Да и начинались в основном по моей инициативе. Я чувствовала, что поступила правильно. Тогда почему он так отреагировал? Прошло более 5 лет. У меня появился парень. Когда я встретила его, я тоже была не готова поцеловать его. Но он не давил на меня и продолжал со мной общаться. С тех пор я сделала вывод, что если человек сильно настаивает на чем-то и не желает ждать, то такой человек не стоит моего внимания. Я рада, что нашла свою любовь и тогда поступила именно так.
А как было у тебя? Напиши свою историю первой влюбленности в комментариях.